Они появились раньше, чем Атлантический океан. Они пережили десятки ледниковых периодов, сотни тысяч лет засух вулканических зим. Они правили каждым континентом. И потом исчезли. Но вот что не написано ни в одном школьном учебнике. Астероид был не причиной, он был последней каплей. Представь, 66 миллионов лет назад. Земля совсем другая. Нет Гималаев, нет Сахары, нет Индии. Она еще остров, дрейфующий к Азии. Климат теплый и влажный, почти как парник. Полюса без льда, океаны теплые до самого дна. Папоротники выше трехэтажного дома, реки широкие и спокойные, полные рыбы. По берегам следы, огромные, глубокие, как ямы. Это не тишина и не мертвый пейзаж. Это живой, шумный, невероятно богатый мир. Динозавры жили в нем 165 миллионов лет. Для сравнения, все существование человечества – это примерно 1/300 от этого срока. 1% от 1%. Они не были переходным звеном, не были чем-то временным, они были главой этой планеты. Навсегда, как им казалось. И именно поэтому то, что произошло потом, так невозможно понять. Начнем не с астероидом. Начнем за 300 тысяч лет до него. На территории современной Индии начинается нечто, чему нет названия в человеческом языке. Извержение, но не вулкан. Целый регион Земли, размером с половину Европы, начинает трескаться. Лава выходит не из жерла, она выходит из трещин в земле. Тихо, медленно, неостановимо. Это называется Деканские трапы, и они извергались миллион лет. В атмосферу поднимались триллионы тонн углекислого газа и серы. Температура планеты начала расти, потом падать. Экосистемы не успевали перестраиваться. Леса сдвигались. Моря становились кислее. Пищевые цепочки ломались. Мир динозавров уже качался. Еще не падал, но уже качался. И вот в этот момент в небо входит астероид. Диаметр около 12 километров. Скорость 20 километров в секунду. Угол входа около 60 градусов. Почти идеальный для максимального разрушения. Это как если бы гора, целая гора, с лесами и склонами, летела на Землю в 1000 раз быстрее пули и встретила поверхность планеты в точке, где сейчас Мексика. Взрыв высвободил энергию в десятки миллиардов раз мощнее атомной бомбы. Не тысячи, миллиарды. В радиусе 1000 километров все загорелось от теплового удара за секунды. Ударная волна несколько раз обогнула планету. Цунами высотой в сотни метров смыло побережье. Но это только начало. Потом поднялась пыль. Миллиарды тонн сажи, пепла и испаренной породы взлетели в стратосферу. Там не бывает дождей. Там ничего не оседает быстро. Солнце исчезло. Ни на неделю, ни на месяц. По разным оценкам, на несколько лет. Температура на поверхности упала на 15-20 градусов. Растения начали умирать. Без растений умерли травоядные. Без травоядных не стало пищи для хищников. Цепочка оборвалась, снизу вверх. Но погоди, если все было настолько катастрофично, почему вообще кто-то выжил? Крокодилы жили тогда, черепахи жили тогда, акулы жили. Они прошли через ту же зиму, через тот же голод, через ту же темноту и выжили, а тираннозавр нет. Что-то здесь принципиально разное. И ответ на этот вопрос один из самых странных в палеонтологии. Дело не только в размере, хотя размер важен. Крупные животные потребляют огромное количество еды. Когда еды нет, они умирают первыми. Маленькие могут прожить на объедках, на семенах, на падале. Черепахи впадают в оцепенение и могут не есть месяцами. Крокодилы холоднокровные.
Им нужно в десятки раз меньше калорий. Акулы опустились на глубину, где все еще было что-то живое. А динозавры? Большинство из них теплокровные, активные, прожорливые. Без еды неделя, максимум 2. Но вот самое удивительное. Если бы астероид опоздал на 15 минут и упал в глубокий океан, динозавры бы выжили, а мы бы так и остались существами размером с крысу, прячущимися в норах. Динозавры не вымерли полностью. Один их тип выжил, превратился, и прямо сейчас за окном у тебя, скорее всего, сидит кто-то из них. Птицы — это динозавры. Не метафора, не поэтическое преувеличение, буквально. Биологически, с точки зрения эволюции, птицы — прямые потомки тероподов, той же группы, что и тираннозавр. Они выжили, потому что были маленькими, потому что умели летать и могли добраться туда, где еще была еда, потому что питались семенами, которые сохранились в почве. Эволюция не устроила похороны, она сделала перезапуск. И вот здесь самый важный вопрос. Не что убило динозавров, а почему именно тогда? Астероиды падали на Землю и раньше, вулканы извергались и раньше, климат менялся постоянно. Планета была уже ослаблена вулканами, экосистемы уже нарушены. И тогда удар. Ученые называют это принципом последней соломинки. Система держалась, долго держалась, а потом одно лишнее событие, и все рухнуло сразу. Земля уже пережила 5 массовых вымираний. Каждый раз исчезало от 50 до 96% всех видов. Каждый раз жизнь возвращалась, каждый раз в другой форме. Динозавры правили 165 миллионов лет и думали, что будут вечно. Мы существуем 300 тысяч лет и уже изменили атмосферу, климат, кислотность океанов. Не астероид, не вулканы, мы сами. Может быть, история динозавров — это не история о катастрофе? Это история о том, как хрупко все то, что кажется вечным. Космос безразличен к тому, насколько ты велик или успешен. Мы построили цивилизацию на пепле тех, кому просто не повезло. Завтра небо может упасть снова, оно не предупредит. Жизнь на планете хрупка, даже если она кажется вечной. И самое тревожное — такие события не уникальны. Они уже случались и могут случиться снова. Вопрос только в одном. Когда мир начнет меняться, успеем ли мы? Напишите в комментарии, что вас удивило больше всего. То, что птицы динозавры? Или то, что астероид был не первой причиной? Спасибо, что досмотрели до конца. Если видео вам понравилось, поделись им с кем-то, кому оно тоже будет интересно. Иногда лучший способ сохранить что-то важное – передать дальше. Лайк помогает этому видео попасть к тем, кто его еще не видел. Это занимает секунду, но для канала важно. Подписывайся, чтобы не пропустить следующее. Здесь будет еще много историй, которые стоит знать.